вот этот монитор не работает. Был бросок тока, бросок напряжения. Питающее напряжение 24 вольта. Где-то здесь пошел бросок, и вот такой вот монитор перестал работать. Сейчас я его сниму, посмотрим, что там могло случиться. Так выглядит скрытый монитор. Сюда приходит 24 через вот этот фильтр, поступает на вот этот DC-DC преобразователь, потому что DC постоянное напряжение 24 вольта должно преобразоваться здесь в 12 вольт. Здесь получается 12 вольт поступает на вот этот блок инвертора, вот подключенные лампы подсветки, и с этого блока уже идет на материнскую плату, вот сюда. Вот это материнская плата, это блок инвертора, а это DC-DC преобразователь. Сейчас будем разбирать, смотреть. Ну и вот, начинаем смотреть. Диод на входе стоит. Прозвонка диодная, он пробит. Итак, я отпаял вот этот диод. Он пробит. Других неисправностей не нашел. Надо найти теперь диод, впаять, посмотреть, как будет работать. Ну и второй монитор тоже не работает. И тоже из-за этого броска 24 вольта. Вот здесь такая модель. Подключение чуть другое, но то же самое. 24 вольта и VGA. Сейчас буду снимать, смотреть, что здесь. Ну вот второй монитор. Тут материнские платы разные, но блок питания очень похожий. Вот то же самое, первичный фильтр и сам блок питания, такой же диод. Вот видим, что он пробит. Предохранитель пробит, не пробит, а обгорел, вообще нету. Он в обрыве, так что это в обрыве. Этот пробит. Тут еще какой-то транзистор стоит. Ага, так. Ну, посмотрим. Надо снимать, выпаивать. Смотреть вот этот транзистор тоже. Ну, так, здесь я заменил вот этот предохранитель сгоревший. Такого диода стабилитрона пока что нет. Поставить сюда. Но я проверял, он работает и без этого стабилитрона. Подключал лабораторный блок питания. Подключал сюда 24 вольта. И на выходе получал 12 вольт. В принципе, так можно его поставить, и он будет работать. Но при следующей проблеме с линией питания 24 вольта, этот DC-DC преобразователь может сгореть. Стабилитрон свою работу выполнил. Он сгорел, его пробило. Линия тока пошла через стабилитрон на предохранитель. Оборвался предохранитель. Все, перестал работать. Это стабилитрон является защитной деталью в этой цепи. Но, что интересно, если вдруг у кого сломается по подобной причине, по неисправности питающего напряжения 24 вольта, вот такой монитор, вот это все можно смело выкидывать, вот этот DC-DC преобразователь, и запитать его от любого источника 12 вольт. Потому что все морские мониторы сделаны таким образом, что питание основной платы идет от 12 вольт. Так что в нашем случае здесь 24 подходит сюда. Под плате там по дорожкам приходит вот сюда питание. Потом сюда на фильтр. И дальше на DC-DC преобразователь. Здесь питание 24 вольта. Отставить 12 вольт, который идет уже на плату. Из 24 входящего получаем 12 на выходе и питаем плату. Вот здесь я пометил красным и черным те выходы, которые идут 12 вольт. То есть смело к этим клеммам можно подключить любой источник 12-вольтового напряжения и питать вот этот монитор.
Можно даже аккумулятор автомобильный подключить, и он будет работать. Вот это можно выкинуть, поставить сюда что угодно. Потому что такие же мониторы есть, питание от 220 вольт. Вместо вот этого DC-DC преобразователя стоит блок питания. На выходе 12 вольт. Ну все, поставил защитный диод новый. Достал. Положил немного пасты. Ставим крышку и на место. И вот на этом первом мониторе тоже поставил защитный диод. Вот он. В этих мониторах применены вот такие стабилитроны 5КП40А, если кому интересно. Сейчас будем ставить мониторы на месте, проверим. Остальные мониторы питаются от 220, а эти от 24 вольт. Сейчас все выключено, стоим в доке. Ну вот и все, мониторы заработали, ремонт окончен.